Всем привет, с вами Луи, и сегодня я снова приехал в компанию Electron Motors для того, чтобы показать вам двух вот этих красавцев, ребята. Смотрите, это мотоциклы V-Moto On-Air и Off-Air. Соответственно, это версия On-Road, то есть по обычным дорогам может ездить. Это Off-Road версия. Они поставляются в двух цветах, синим и желтым. Оба на спецованных колесах, ну, естественно. Хотя, может быть, версия On-Air, On-Road может поставляться еще на литье и с покрышками стритомами. Здесь стоит, видите, такая резина, как у велосипеда даже, или с Урона. Как можно заметить, байки очень похожи, но есть несколько ключевых различий. Ну, первое, что бросается в глаза, это седло. Вот это у нас версия On-Air, то есть она ездит по дорогам. И у нее седло, я бы сказал, более спортивное, в то время как у модели Off-Road, вот она, Off-R, у нее седло более мягкое. Не знаю, зачем так сделано, я попробовал посидеть на обоих. Вот это гораздо мягче, смотрите, оно классное, кайфовое, и на нем можно проехать дольше. Задний маятник в модели On-Air, как видите, здесь еще красиво так нанесена наклейка. Он из алюминия, очень легкий, очень интересной формы идет, то есть у него одно большое перо и маленькое перо вот с таким выводом под амортизатор. Как я уже говорил, сделан из алюминия. Здесь же у нас оффроуд маятник, классический квадрат металлический, который скруглен слегка, и мне кажется, это железо как раз. И здесь еще можем заметить очень интересную особенность. Во-первых, маятник этот толще, то есть он как бы понадежнее будет, поскольку вы собираетесь на этом мотоцикле прыгать. Вот наверняка. Здесь еще и подвеска с прогрессией, смотрите. То есть вы можете очень круто отрабатывать всяческие кочки, неровности с помощью такой прогрессии, и вам в зад, ничего не ударит. Вот. Здесь же на On-Air обычный амортизатор без прогрессии установлен. Кстати, обратите внимание, вот здесь вот такой виток, такая толщина витка небольшая, и амортизатор с регулировочкой. Вот. Можно сделать помягче, можно пожестче. Здесь вот виден бачок, по-моему. Или что это? Да, бачок. Вот амортизатора. Но амортизатор маленький сам по себе. В то же время смотрим, какая толщина витка здесь. Уже с мой палец. Амортизатор гораздо серьезнее, бачок вынесен сюда, также есть регулировка. Вот. В целом, мотоцикл, конечно, сделан очень приближенно к своим прямым конкурентам. Это Сурон и Талари. Компоновка классическая, мотор внутри рамы, цепь. Мотор, кстати, с прямым приводом идет. 4 киловатта в номинале, 8 в пике. На обоих моделях. Редуктора никакого нету. Все здесь, собственно, закрыт с обоих сторон вот такими крышками. Ну, кстати, вот можно обратить внимание, как сделано все тут. Пошатать. Вот, ну, наверное, не прикручено просто, но надеюсь, действительно так. Иначе будет, конечно, не очень приятно на такой штуке ездить. Здесь же пластиковые детали обвеса. Вот это пластиковая, мягкий пластик. Вот это уже рама алюминиевая. Вот это сама батарея здесь находится. Она в таком ребристом корпусе. Очень приятным на вид. Здесь же есть защита картера. Но это пластик. Пластик, конечно, не знаю, как долго он проживет. Но, в общем, наверное, стоит заменить его. Также мы видим здесь какую-то интересную кнопку. Вот, не знаю, что она значит. Ага, выключился. Может быть, это выключение аккумулятора. Здесь же у нас разъем зарядки. Вот так выглядит. Там уже, кстати, тоже кнопка есть. А что еще мы можем посмотреть? Здесь защита у нас стоит перьев от грязи. Достаточно приличные тормоза. Хотя, наверное, для такого аппарата с такими скоростями это будет маловато и стоит, возможно,
поставить что-нибудь интереснее. Напоминаю, скорость здесь у версии On Air 90 км в час, поскольку она по городу ездит. У версии Off-Road 110. Не знаю, с чем связано, может быть ограничено компьютером. Хотя, мне кажется, это просто такой разбег, который производитель пишет, и все у них будет одинаково. Как видим, тормоза здесь. Вот эти ячейки показывают, что можно, значит, ABS поставить. Но здесь я, кстати, не вижу никакого датчика, который на это ABS мог бы реагировать. Может быть, это просто рисунок такой. Давайте посмотрим у другой модели. А вот здесь как раз, смотрите, есть этот датчик. Вот он, который отвечает за ABS. Дальше мы видим, что у модели On-Road есть поворотники спереди и также поворотники сзади. Вот. Есть также стоп-сигнал. Вот он. Сейчас мы посмотрим, как он светится. У модели Off-Road, собственно, этого ничего нету. Видите, сзади ничего нету. Нету хаггера, вот этого брызговика. Поворотников тоже нету, но есть под них деталь. То есть вы можете впоследствии их сюда вставить. Хотя это оффроуд, зачем вам там поворотники? Все остальное одинаково. Смотрите, крылья передняя защита фары, все это у них достаточно одинаково сделано. Гашетка получается здесь электронная. Троса нет. Обычно в таких моделях могут делать трос, который идет куда-то внутрь, и там уже превращает механическое движение в электрическое, в электрический сигнал. Тормоза, ну что ж, трудно сказать, насколько они эффективны на такой штуке, потому что все-таки это достаточно легкий мотоцикл. Вот это уже не велосипед, конечно же. Вот, но я думаю, что их на первое время хватит. В конце концов, всегда можно поменять. Также обратим внимание, руль здесь с переменным сечением, то есть 22 мм, и идет 34 мм толщина. То есть можно даже от велосипедов каких-нибудь ставить или что-то помощнее. Есть вынос вот такой вот из алюминия, красивая деталька выточена, видите, с подъемом. Вот. Ну, интересно, кстати, сделано. Если вдруг снимете переднюю фару, то, наверное, как-то этот вынос уже неудобно будет стоять. Фары, сами видим, линзованные, с охлаждением, видно ребра этих светодиодов. Вот, также здесь у нас есть вилка с регулировкой, все у нас крутится. В лучших традициях можно настроить жесткость, отскок и так далее. Вот вилка, не знаю, наверное, не ДНМ, как на именитых конкурентах, хотя я нигде не вижу бренда, где бы это, так сказать, посмотреть, заметить и так далее. На модели On Air тоже нету, к сожалению, этого. Но зато на модели On Air есть ключик. Вот так он выглядит, смотрите. Обычный пультик и всего одна кнопка. Так, ну-ка. Вот я, кстати, выяснил, почему не включается мотоцикл. Потому что я выключил батарею. Во, все. Может быть, это такой элемент антикрашки, когда приезжаешь и выключаешь батарею. Так, нажимаем. Во, отлично, все завелось. Смотрите, вот у нас есть дисплей. На дисплее у нас показывается скорость, пробег, заряд батареи. Вот он. Также здесь показывается вот такой режим. Наверняка это рекуперация. Вот смотрите, это регулируется у нас здесь. Вот. Нажимаем на кнопку, вот мигать начинает рекуперация. Бам. Выключили рекуперацию. Еще раз, бам, включили рекуперацию. Также здесь есть режимы нейтраль драйв, нейтраль спорт. Нажимаем на эти кнопки и смотрите, вот загорается драйв, спорт и так далее. Мигает, видите. То есть это все очень легко можно настраивать. Естественно, здесь еще есть две кнопочки справа и слева, которые позволяют выключать. Так, спорт не мигает. Которые позволяют переключать нам разные данные. Вот, допустим, нажатие и удержание левой клавиши позволяет нам перевести милликилометры. Вот. Достаточно удобно. Ну, если вы англичане, не знаю.
Здесь же у нас левый пульт позволяет нам, значит, включить свет. Смотрите. Вот. Включить поворотники. И звуковой сигнал. Естественно, я, конечно, не буду нажимать на него, чтобы не гудеть. Также тормоз. Свет достаточно хорошо сделан. Здесь две линзы. Вот смотрите. Сейчас мы включим. Бам. Поярче стало. Выключили. Это, ближний, это дальний. Собственно, у этого мотоцикла такая регулировка есть. Сейчас включим с вами поворотники. Вот так они красиво выглядят. Поворотники вполне обычные, видите, такие. Мне такие не очень нравятся, потому что они обламываются часто. Поэтому, может быть, эта конструкция не слишком уж хороша. Вот, особенно сзади, когда проходишь, и можно ногой все время задеть их, сломать. Вот, может быть, что-то получше придется найти. Так, это у нас On Air модель. В то время как Off-Road модель, смотрите, здесь у нас есть только включение света, включение-выключение, гудок есть. Правый пульт идентичной модели On Air. То есть здесь убрали просто все лишнее, поворотники, там, стоп-сигнала тоже нет, поэтому, когда нажимаете на тормоз, здесь ничего, собственно, не происходит, не загорается лампочка света, только, отключается питание двигателя. Кстати, еще одна интересная особенность. Смотрите, здесь есть штифт блокировки. Вот он. Видите, который блокирует поворот руля. Вот руль сейчас я могу повернуть. И стоит мне нажать на вот эту кнопочку, смотрите, что будет происходить. Заметили? То есть он включает и отключает, выдвигает вот этот штыречек и блокирует у вас мотоцикл с повернутым колесом. То есть еще плюс одно действенное средство в копилочку против угона вашего мотоцикла. Вот в процессе осмотра этих мотоциклов у меня прям гениальная идея родилась, чтобы переставить на модель Off Air задний стоп-сигнал, поворотники, вот, переставить зеркала, переставить пультик от модели On Air или на ту модель, наоборот, как-то переставить. То есть идеально бы вот для меня был формат, что вот такой вот здоровый, офигенный задний маятник, прям надежный, с крутым амортизатором, с мягким седлом. Здесь куда-нибудь стоп-сигнал с поворотниками. Здесь, соответственно, управление на руле, и прям, шикарный мотоцикл получился бы для меня, потому что все-таки седло там, мне не очень удобное, оно узкое, знаете, как на таком просто ездить. Странно очень, что сделали, потому что все-таки на оффроуде большинство людей, и там спортсменов, и тех, кто катаются, они все время на ногах, а здесь, наоборот, сидят. Но усидеть на этом невозможно, хреново. Кстати, заметил еще одну вещь. Здесь на этих мотоциклах диски одинаковые, что вот здесь, что вот здесь. Единственная разница в подходе производителя. Диск именуется следующим образом. Это 19 на 1,6. То есть 19 это диаметр этого диска. Получается, что здесь классификация больше по велосипедной тематике. То есть 19 на 1,6. Вы можете поставить там резину сюда, 19 на 1,9, там на 2,0 и так далее. То есть вот эта резина будет толще. А здесь, что самое интересное, резина уже подобрана по мотоциклетной терминологии, точнее. Здесь уже идет 70 на 100 на 19. То есть вот до сих пор лично для меня странно, что велосипедные производители и мотоциклетные никак не договорятся, как и делать, так скажем, параметры резины. То же самое, смотрите, касается заднего колеса. Здесь мы видим, что у нас огроменная толстая резина идет. Здесь у нас вот 90 на 100 на 16 идет параметры нашего колеса. Вот, а здесь, сейчас найду, вот вам 2,75 на 18. Удивительно, что диск-то одинаковый, здесь получается 16, а здесь 18. В чем прикол, в чем разница, не совсем понятно. Я для себя такую формулу смог
высчитать. Все-таки колесо велосипедное считается целиком с покрышкой, и получается 18 дюймов. А здесь считается только обод, который 16 дюймов. А дальше уже покрышка. Вот такая вот математика нехитрая. Ну что, надеюсь, вам понравился мой обзор. Поэтому поддержите меня лайком. Я для вас еще что-нибудь такое интересное сниму обязательно. Вот. Отдельно спасибо компании Electron Motors за то, что мне такую возможность предоставила. Ну и в частности менеджеру Андрею, который вот там сидит. Вот. Хороший парень, отзывчивый, собственно, дал возможность поснимать эти мотоциклы. Все, всем пока, увидимся.